Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости канала Теплый дом СПБ. В сегодняшнем видеоролике мы будем продолжать строить каркасный дом. В нашем случае это утепленная мастерская, склад. И я покажу, как сделать стойки, как разметить места, куда установить эти стойки, и как сделать основание перекрытия, которое будет держать на себе стропильную систему. Итак, друзья, из инструмента нам потребуется торцовочная пила с протяжкой, дальше циркулярная пила, уголок измерительный, чтобы размечать брусы, доски, защитные очки и шуруповерт с возможностью переключения в режим удара, чтобы засверлить и прикрепить основание к фундаменту, чтобы оно не двигалось никаким образом. Далее, значит, напиливаем стойки. Сейчас я буду показывать сначала из бруса 150 на 100, потом из доски 100 на 50. Далее берем петротеховские уголки, усиленные Рэмбо, и при помощи крепежа этих уголков фиксируем стойки и ставим раскосины. Фиксируем это все при помощи саморезов 5 на 100. Далее собираем горизонтальные связи. Итак, друзья, для того, чтобы нам сделать стойку 150 на 100, мы сначала размечаем со всех сторон по плоскости наш брус. И, как всегда, берем циркулярную пилу, обязательно одеваем защитные очки и пилим. Переворачиваем на 180 градусов и отпиливаем. Дальше вытягиваем брус, берем рулетку и отмеряем, в моем случае это 2800 миллиметров, либо 280 сантиметров. Также размечаем все. И отпиливаем. Далее смотрим, чтобы у нас не зажало. У нас чуть-чуть зажимает. Вот, все. Стойка готова. Теперь берем ее, грузим как Шварценеггер на плечо. Вот так вот. И потащили типа. Итак, значит, размечаем брус 100 на 100. И таким же образом отпиливаем его. Это минусы работы электроинструментов 220. Аккумуляторный в этом намного лучше. Все, стойка готова. Остается напилить 100 на 50. Далее нам потребуется торцовочная пила с протяжкой. Пилить мы будем доску 100 на 50. Здесь все намного удобнее. Все, стойка готова. Это, как вы видите, намного быстрее. Напиливаем таких 25 штук. Следующим шагом нам необходимо закрепить основание к фундаменту.
Для этого мы сверлим при помощи ударной дрели отверстие диаметром 6 мм, устанавливаем туда дюбеля 6 мм и фиксируем уголком при помощи саморезов 5 на 50. Далее мы всю эту конструкцию, закрепленную к фундаменту, фиксируем также при помощи саморезов 5 на 50 непосредственно к деревянному основанию на 4 самореза. Далее фиксируем боковую доску 100 на 50 к основанию фундамента по всему периметру. Итак, следующий этап, друзья, это нам необходимо после того, как мы закрепили нижнюю доску и прикрепили основание к фундаменту, нам необходимо собрать второе перекрытие, на которое будут опираться на втором этаже лаги, в которые будет опираться стропильная система. Для этого мы сначала сейчас собираем ее здесь. Итак, следующим шагом нам необходимо установить стойки. Стойки для того, чтобы собрать стены. Как их устанавливать, я сейчас покажу. Для этого нам потребуется помощник. Без него никак. В данном случае это мой папа. И для старта мы крепим стойку, ставим стойку и крепим ее внизу при помощи уголка Петротех. Слегка наживляем, выравниваем, чтобы была плоскость. Фиксируем саморезами 5 на 50. Далее мы берем временную доску 25-ю. Так. Фиксируем ее в одной точке. Берем строительный уровень обычный, обыкновенный. Выставляем уровень. Есть у нас там уровень, да? Да. Теперь берем еще одну досочку. Также фиксируем двумя саморезами. Стойку мы остановили. Теперь мы фиксируем еще двумя уголками. Уголки уже используем. Вот это 105 на 105, это 90 на 90. Момент 16 ньютонов. Фиксируем мы уголки. На один уголок на 8 саморезов. Следующим шагом нам необходимо вот эти временные доски убрать, опоры. Мы поставим финишную. Для этого нам надо отмерить. Опять же, помощник держит доску, мы отмеряем. И отпиливаем сначала один край. После того, как мы отмерили тот край, положили доску так, как именно нам надо, и разметили еще один спил. Пилите обязательно в защитных очках, просто я куда-то их дел, запропастил, поэтому и не одеваю. Куда-то они упали. Далее берем шуруповерт, мощный шуруповерт, и саморезы 6 на 100. И фиксируем данную доску. Итак, вот конечный результат. Вот так фиксируем мы два самореза. Наверху аналогично также. И получаем вот такой вот результат. То есть основные стойки у нас установлены.
Теперь мы можем смело забрасывать то основание, которое мы собирали на первой обвязке. Следующим шагом нам необходимо закинуть наше перекрытие, которое мы собрали уже внизу. Итак, фиксируем к стойке саморезом 5 на 50. Следующим шагом мы фиксируем промежуточные стойки. Фиксируем это при помощи саморезов 5 на 50 на, опять же, также уголки Петротех Рэмбо. Крепим, устанавливаем стойку, крепим ее внизу и крепим ее также наверху. Следующим шагом, заключительным в данной серии, мы монтируем горизонтальную доску. Она скрепляет у нас стойки вертикальные, которые мы уже установили и закрепили. И, соответственно, полностью скрепляет весь каркас. Итак, приступим. Сейчас я покажу, как это делается. Для этого нам потребуется струбцина. Там уже есть одна. Все, поднимаем. Поднимаемся ее. Опять же с помощником, потому что в одиночку это можно, конечно, сделать, но долго все будет. Итак, чтобы сделать вот такой вот элемент, нужно запилить. То есть ставим досочку 50 на 100 и отчерчиваем с внутренней стороны карандашом. Далее пилим. После того, как мы отпилили, мы опять прикладываем и уже отмечаем вот этот внутренний край. Деталь готова, монтируем ее. Для тех людей, кто не может ровно вогнать, допустим, саморез, не ощущает вот этого момента, можно нарисовать по линеечке. Все, готово. Следующий шаг, значит, завершающий. Для этого нам потребуется шуруповерт послабее. Пойдемте, друзья. Вот такие вот пластины нам потребуются. Для чего это нужно? То есть вот у нас вот эта часть, она в воздухе. Болтается в воздухе. Для этого мы берем, ставим пластину.
Вот берем ее по диагонали и фиксируем. Крутящий момент у нас 17 ньютонов стоит. Вот она поджалась, все ровненько и уже никуда не денется. Итак, друзья, на этом сегодняшняя серия у нас закончена. В следующей серии смотрите, как мы будем собирать стропильную систему и монтировать на нее обрешетку. Не забывайте подписываться на канал, кнопочка от вас справа находится. Обязательно, пожалуйста, поставьте лайк, если вам понравилось видео. И если вы с чем-то не согласны и какие-то хотите внести коррективы, вы всегда можете написать об этом в комментариях. Так что до новых встреч, друзья!